Кто тут у нас сидит? Залезла в продукты, ё-моё. Зимовье сразу. Здравствуй, хозяин. О, дверь как открывается. Все-таки это, видимо, ее перекосило от мороза. Оставим так. Где-то у нас тут скатерка оставалась свежая. Новый же сезон начинается. Скатерть поэтому новая. Отлично. Нашел чагу. Вот весной она уже влажная. Зимой даже лучше собирать. Гораздо суше. Еще одна чага. И выше есть, но выше, наверное, не достану. Попробую сейчас топором дотянуться. Вот сегодня прям чагин день. Метров 100-200, наверное, не отошел даже еще от солонца. Уже второй кусок. Ну и один был до солонца. Свежезатесанная деревинка. Похоже, что нынче уже, а может и осенью, период гона, кто-то тут ее забодал. Вообще сломано. В этом году еще пока никого не было. Камера у меня здесь не стояла зиму, поэтому сложно сказать, ходили ли зимой. Но весной это точно будут ходить. И летом. Пускай сохнет. Грелась. Ничего интересного особо не видел, никаких следов медведей. Либо здесь не ходят, либо еще вообще не ходят. Но пока, в принципе, информации по окрестностям узнавал, пока не было. Чтоб видели следы или самих медведей. Рановато, видимо, рановато. Ладно, надо готовиться к ночевке, скипятить чаю, разогреть ужин да покушать. Первый клещ в этом году на Собакин нашел. Что, клещесборник? Как вот с тобой теперь ночевать в зимовье? На улице не оставишь. Ах. Агу! Ко мне! С утра выпустил агула, и он у меня прямым ходом полетел по тропе. Опять все планы на смарку. Самое неприятное, что он опять без ошейника. Лая не слышно, и уже примерно минут 30 он не возвращается. Ну что, буду, наверное, собираться, да пойду по следам его искать. Хорошо, что выпал снег. Снега немного, сантиметра 2-3 выпало. След вначале это хорошо видно, как он пошел вверх. А дальше будем разбираться. Вернулся агул самостоятельно. Все-таки решил я выходить. Оставаться не буду. Выпал снег. Ходить по лесу сейчас будет сыро, мокро, холодно. Пока вот с утра морозец, пока снег держит, выскочить обратно. Все-таки еще рановато. Надо ждать, когда полностью растает снег. Либо он сядет настолько, что уже не будет проваливаться.
как вчера шел, в некоторых местах еще по самую развилку снега. И вот если такой снег не держит, это очень тяжело идти Марокко. 2 недели назад мы заносили приваду с Юричем. Вот так снег держит. Если идти, то проваливает. По самое не хочу. Ой. Яков Юрьевич заползает, а не заходит. Агул там вон дальше с санками стоит. Так, у кого там снег-то уже растаял? Вот мы пытаемся пробраться. Ну вот только что и смогли занести приваду. И дальше уже не пошли, хотя по плану-то было тоже сюда прийти. Давай, побегунчик. Спасибо, хозяин. Да, пошли. Вот та самая проблема, о которой говорил возле зимовья. Проваливаюсь. Вчера здесь проходил, снег еще держал. Сейчас попробуем встать. О, тут держит. Чуть-чуть ошибся. Не туда наступил. Не там, где вчера прошел. И уже проваливаешься. Вот опять. Ой. Все. Наверное, я попал. Вот это вчерашний мой след проваливался, тут шел. Том немного не проваливался. Ох, там опять проваливался. И сейчас опять проваливаюсь. Уже сделал вот такие площадочки себе. Ну, снегоступами не назовешь. Ну, короче, чтоб держало. Не знаю, километр мне идти до следа, до нормального. Уже иду час. Прошел метров 300. Пока еще делал снегоступы. Не знаю, что будет. Хорошо еще солнце не вылезло. Пасмурно. Везет приваду. Агул. Самостоятельно. Молодец, пес. Даже в горку прет. Добрались до нашего ящика для привады. Прям до места дотащил. Остановился сам здесь. Сейчас закидаю по-быстрому. И надо выбираться, пока совсем не оттаял снег. Пока наш след еще держит. Но это, наверное, уже последний раз до полного схода снега. 100 метров до привады. Медведь был на приваде. Съел то, что лежало рядом с ящиком. Но ящик сам еще забит. Сейчас посмотрю, что там на камере, когда он приходил. Ну, неделя прошла. Неделя. Следы, которые там идут по дороге. Медведь не крупный. Свежести непонятно. Вчера, сегодня. И несколько дней назад. В общем, сейчас посмотрю камеру, что там. В общем, медведь был вчера вечером. Недолго он здесь побыл относительно. И был сегодня утром в 4 утра, оказывается. Так что след там свежий. Пес побегал в округе тут. Пока тишина. В общем, опять все планы меняю, потому что хотел идти на дальнее зимовье тут сходить. Место там посмотреть под приваду. Вороны крутятся, вороны точнее. И теперь, наверное, останусь здесь, в ближнем зимовье. Побуду день здесь. Ну, похожу где-нибудь в окрестностях, посмотрю следы, что и как. Ходить вроде бы можно. Снег уже практически растаял. В низине там еще лежит. Ой, не вру даже нисколько. До вечера посижу здесь рядом. Потом попробую подойти сюда к приваде опять с собакой. А дальше буду решать. Ну а что дальше? Дальше буду ночевать и пробовать утром. И тоже жарко. И мне жарко. Сидишь.
мои снегоступы. Неделю назад шел здесь. Снега было по пояс. Ну не по пояс, по развилку, что называется. А сейчас вот так. Как-то прям очень резко потеплело. Сегодня до 24 плюс обещают. Хоть бы все растаяло. Все здесь более или менее нормально. Мыши только все загадили. Сейчас маленько наведу порядок. Все перетрясу. Маленько подсушу. Да буду ждать с моря погоды. Грязновато. Дрова благополучно кто-то сжег. Немножко остались там двухлетней давности, уже полуистлевшие. Ладно, что-нибудь сейчас придумаю. Еду-то приготовить на костре можно. Ну и ночевать уже, наверное, не так холодно, конечно. Но посмотрим. Сейчас что-нибудь наковыряю каких-нибудь по лесу. Что-то печка дымит. Ну, прошло несколько часов, накапало, может быть, с пол-литра. Сейчас уже собираюсь идти в сторону привада. Сок заберу с собой. С водой здесь плоховато, надо кипятить. Термос я не брал, поэтому налью здесь сколько, пол-литра хотя бы сока с собой. Сейчас посмотрим, сколько примерно. Тут у меня бутылка из-под молока. По-моему, она 900 грамм. Я думал, быстрее накапает. Больше за это время. Ну да, где-то с пол-литра. Может, чуть меньше. 930 здесь. Ну да. Грамм 400 налилось. Попробуем. Теплый. На солнце стоит. Ну, чуть-чуть сладковатый. Сейчас иду в сторону привады. Торопиться не буду, буду идти тихонько. Собака на поводке. Ну, а там дальше посмотрим. Вчера, судя по камере, медведь пришел в 8 вечера. И сегодня был в 4 утра с небольшим. Ну там в 9 еще был. Вчера в 9 вечера возвращался. И вот утром сегодня в 4. Небольшая надежда, конечно, есть, что он сегодня появится, но не факт. Снова вернулся к приваде через 3 дня. Подходя сюда, уже видел след медведя поверх своих следов. Медведь тот же самый, не крупный. В общем, еще раз он приходил. Сейчас буду смотреть камеру. Похоже, даже лёжку здесь организовал рядом с ящиком. Половина ящика еще набита. Сейчас добавлю то, что принес с собой. Поменяю камеру. Вроде бы настроил камеру новую на отправку фотографий. И сегодня буду день смотреть, вечер. Потом надо ехать на работу опять и до выходных. Все идет в дело. Остатки селезней добытых этой весной уже. Крылья, головы, внутренности. Все идет в дело. Ну и свиные шкурки. То, что удается достать. На камере посмотрел, медведь приходил.
несколько раз. Большую часть по светлу. Сейчас посмотрю в какое время на более крупном экране. Еще один селезень. Говяжий жир. Хорошая штука, как показала. Стояла относительно теплая погода, там порядка 20 градусов. И до сих пор еще даже не очень сильно пахнет. То есть не портится так, как просто мясо. Если разгрыз Миша. Контролька. Связь тут тоже никакая. Придется подниматься наверх, как обычно. Видимо, надо менять оператора, потому что симка, которая стоит сейчас в камере, отлично работает, показывает полную, там, 100% почти мощность сигнала, 90. А вот мой оператор плохо здесь работает. Сейчас проверю еще раз фотографии все. Смотрю, когда выходил, в какое время. Довольно много раз тут бывал. Только сейчас вот увидел. Когда-то привязали тут шнур полипропиленовый. Вот дерево пережало. Диаметр больше. Здесь меньше. Сейчас разрежу, конечно. Не факт, что это исправит ситуацию. Ого. Мусора много тут под ногами. Ну, посмотрим, как будет себя дерево дальше чувствовать. Ох ты! Хотя не факт, что я здесь буду появляться теперь в связи с этими изменениями в правилах. Может, еще отменят. Связь плохая. Внизу приходится каждый час-полтора подниматься на вершинку, чтобы проверять, нет ли сработки камеры. Нет, здесь тоже связь еще такая. Но хотя бы что-то проходит, какие-то сообщения. Пока ничего нового нету. В плане посещения привода никто нас не посетил с 8 утра. Подошел к скальнику, рядом тут находится. Вхожу вокруг его, и такое место здесь типа грота. В дождь можно укрыться. Ну, и похоже, что там даже кто-то это и делал, потому что закопченные камни. Вот. Хотел залезть туда, но, наверное, не получится. Крутоватые стенки. Пока не нашел место, где можно попробовать подняться. Ну вот, очередной день заканчивается. Через 25 минут уже солнце сядет, поэтому сворачиваемся. Медведь сегодня на приваду не вышел. Прождал я тут его в окрестностях с 4, даже почти с 3 часов дня.
не появился. Ну, так обычно у него бывает. Пару дней ходит, потом пару дней не ходит. Сейчас опять-то появится в пятницу, скорее всего. Но лишь бы все не съел, тогда и в субботу должен прийти. Буду стараться на выходных снова приехать, снова пытаться. Ну, какая-то непруха. В общем, медведь вышел буквально за 10 минут до заката. Сейчас тут солнце уже село. Но пока я подходил, его уже не было на приваде. Шла только одна фотография. Но по факту он уже на этой фотографии сидел. На этой просто сидел возле привады. Ветки все уже были вытащены. Сейчас подошел к приваде. Там все, что там лежали, селезни, все эти вытащены. Лежали рядом с ящиком. И его нет. Агул снова сбегал почти 500 метров туда вниз. Не залаял. Ничего я не слышал, не видел. Почему-то, видимо, не сработала камера. Шла только последняя фотография, когда медведь уже уходил. Но камера все работает. Я сейчас, когда подошел, она на меня-то среагировала. А вот кабель бегал, не работала. Возможно, настройки надо будет поменять на более чувствительные. Всем привет! Утро второго дня заезда очередного. Вчера вечером ходил на приваду и стрелял даже по медведю. Съемок особо никаких нету. Во-первых, промазал, а во-вторых, уже были сумерки и камеру я большую даже не доставал. Снимал все на GoPro и съемки есть небольшие. Камеры, которая стоит на приваде. В общем, ситуация складывается так, что медведи начали ходить у меня 1 мая на приваду. Сегодня уже 9, а вчера было 8. И вот вчера первый раз удалось подойти и выстрелить. В общем, медведь, казалось, ходил один на приваду. Потому что по кадрам с фотоловушки было непонятно. Ну, вроде как один. А на самом деле их 2 оказалось. И вот в момент, когда я целился по тому, которого я видел, который стоял возле привады. В этот момент линию прицеливания пересек еще один медведь. Видимо, увидев это движение или услышав это, тот медведь, по которому я целился, тоже начал движение, убегать начал. В общем, я промазал. Агул сбегал за тем медведем, за которым он убегал, как бы вправо так уходил. А тот, по которому я стрелял, он уходил прямо от меня вниз по склону. Первый медведь, за которым ушла собака, уходил вдоль склона, что ли. Сходил, я посмотрел, ни кровинки, ни шерстинки, что называется. Поторопился, надо было либо собаку позже отпускать, либо стрелять точнее. Чем все закончилось? Закончилось все тем, что привады не осталось. 2 медведя ее быстро-быстро кончили, потому что, по всей вероятности, подходил один, уходил, потом подходил второй. Но по камере, особенно когда ночью кадры, там не разобрать особо. Черно-белое. Если бы вот дневные кадры были явные такие отличия у медведя там в окрасе или в размерах, на ночных фотографиях плохо понятно. Но было у меня подозрение, кстати, такое, что 2 медведя, потому что один вроде как побольше, один поменьше. Жду, когда привезут еще привады. Позвонил родственникам, должны привезти. Что они там найдут, не знаю уж. Ну, что-то, наверное, найдут. Сегодня с утра сходил. Утром выхода не было, но, кстати, на удивление, я думал, после выстрела вообще не будет, не появится медведь. Но ночью появился медведь. По-моему, около 12 ночи. Камера сделала снимок. Медведь вышел. Скорее всего, что да, что либо это вообще уже третий какой-то, который выстрела не слышал, либо медведи настолько обнаглевшие, что и выстрела не боятся. Ну, в общем, сегодня жду приваду сейчас. Потом, когда они подъедут, съезжу за привадой, схожу, съезжу. Заехал на квадроцикле. Вот эти вот моменты как раз куда-то отъехать, подъехать побыстрее было. Съезжу за привадой, закину. И вечером опять пойду в ту сторону. Скорее всего, буду пытаться сам подходить к приваде, просто с подхода стрелять, а потом пускать собаку уже. Медвежатник. Когда будем медведя-то добывать с собакой? Добыть медведя, наверное, не проблема была бы, если бы просто сидеть на приваде и караулить его. Но хочется добыть с собакой, что сложно, потому что собака, ну, по сути, медведя видела один раз в жизни.
прошлой осенью. Время пока еще есть охоты. Сейчас буквально что у нас? Начало мая, первая декада заканчивается. Вообще до 10 июня охота. Но потом будет сложнее. Потом медведи перестанут ходить на приваду. Поэтому надо было успевать сейчас. Буду немножко менять тактику. Буду подходить к приваде без собаки. По возможности стрелять, а потом уже спускать собаку. Брусничка еще прошлогодняя висит. Такой вот у меня помощник в этот раз. Старенький квадроцикл. Но правда Yamaha. 99-го года выпуска, по-моему. Но пока еще ездит. Сейчас еду к трассе встречать помощников своих. Они должны привезти приваду. Я ее буду заполнять. Что, очередной вечер, который я провел в приваде. Медведи снова не вышли. Получается, уже практически сутки не появлялись они после... О, вальшный. Сутки не появлялись после последнего посещения. Непонятно, что спугнуло так. Завтра с утра снова пойду. И завтра вечером еще посижу. Теперь уже решил просто сидеть, караулить, стрелять и потом просто пускать собаку по стрелянному медведю или раненому, уж как получится, не знаю. Ну, ранить, конечно, не хотел. В общем, буду стрелять, потом пускать собаку. Либо вышел теперь. То что-то непонятное. Что-то похожее на выстрел было. Вот устроил такой таганок новый здесь. Немножко расчистил траву, уже камни, подпорки, труба старая, старого таганка. Могут портиться погода, но ветер какой-то. Уже примерно сейчас дует ветер, и снег не выпадет. Остальное все ерунда. Так. Кому-то чаю захотелось. Что еще есть? Сейчас свежий поставим. Еще не надо. Вот, а говорят, вальшника здесь нет. Два уже пролетел. Вот так ровнее будет. Что такое? Здравствуй, хозяин. Все в порядке, все отлично. Здесь вопрос, почему
Развалина поленницы. То ли сама завалилась, из чего бы. Всю зиму простояла. В прошлом году она стояла в это время. Нынче развалилась. Надо обустраиваться ненадолго на день. Попытаться подзарядить свои аккумуляторы, отдохнуть и двигаться обратно. Такой чайник еще сюда принес на печку. Посмотрим, как он будет работать. Пришел. Че, видал? Помощник. Ну вот и у меня теперь волнуется чайничек. Соболятник работает. Мы от него медведя ждем, а он соболей. Ай. Ну что, соболятник? Сейчас-то они нам ни к чему. Собака запасливая. Дала ей баранку за то, что дотащила. А она закапывает. Они тут у меня с Агулом притаранили приваду волоком. Лопатка передняя говяжья. Ну и я там чуть-чуть еще костя, рыба. Дал ей баранку в поощрении. Она ее закопала. Брались с собаками до зимовейки ближайшей от привады. Медведь 2 недели назад, ну, после того, как я стрелял, промазал, однажды появился на приваде в этот же день. Потом недельный перерыв был. Неделю назад опять же вышел к приваде медведь. Крутанулся, привада до самой не добрался. Я потому что там устроил небольшой завал такой. И только вот опять неделю его не было. Я решил добавить, наверное, привады. Тут у товарища моего сломался холодильник и пропало мясо там. Он мне предложил приваду эту. В общем, все это я собрал и вот сегодня повез. Более-менее установилась тут у нас погода, потому что неделю практически шли дожди. Медведя не было. И как раз самый тот момент, пока я шел от машины до привады, буквально там, ну, за 2 часа до меня, до моего прихода к приваде, медведь, оказывается, был. Это я уже увидел, когда стал смотреть карты памяти. Оказывается, медведь-то приходил за 2 часа до меня. Но опять же, он не добрался до привады. Скорее всего, это тот же самый, что и неделю назад, который не смог добраться. И сейчас он тоже до привады, до самой привады не добрался. Вокруг ящика что-то там полазил, ковырялся. Закинул я туда приваду и пришел сюда. Опять в надежде, что медведь появится. Я успею подскочить туда к приваде с собаками. Сейчас буду пока устраиваться, варить чай, ужин варить и смотреть по ситуации, что и как. Но не знаю, выйдет ли сегодня медведь, не факт. Вот он и след медведя, которого облаивали собаки. Дальше что-то не вижу. Куда он прыгнул-то? Вот он. А это вот туда уже сейчас пошел опять. Где-то рядом, короче. Как было все. Встал утром, 4 утра, пошел посмотрел.
фотографии оказалось 4:27 медведь пришел на приваду и, не задержавшись, ушел практически сразу. 5 часов я был на приваде, сил собак, и вот пару раз он останавливался, облаивали. Собаки подходить пытался, но, не знаю, либо подшумел, либо обдушил, потому что ветер тут сейчас гуляет. И, в общем, не получилось в очередной раз. Всем привет! Сегодня в очередной раз приехал в угодье попытки добыть медведя с собаками. Уже практически месяц, любой свободный день пытаюсь приехать. Погода еще тут не давала. Но вот вчера практически весь день, как минимум 2 медведя были на приваде. Рано утром, в обед, вечером и перед самым закатом и ночью. Съели полностью все, что там было, все мясо, всю рыбу, которая там была. Сегодня в экстренном порядке срочно приехал, завез привады, помогли мне собаки. Сегодня Янда у меня впервые после долгого перерыва, ну и Агу, как обычно. Привады занесли, затащили. Ну и практически весь день я там просидел, невдалеке прокараулил, в надежде, что они появятся, медведи. Ну, хотя бы один. Никто так и не вышел, в общем. За весь день и вечером тоже. Сейчас вот вернулся к зимовейке, разогреваю ужин. Ужину и буду отдыхать до утра. С каждым днем все надежды меньше и меньше, что что-то у нас получится. Медведь вроде как есть, но взять его не получается. Собаки работали в тот день, когда был снег здесь. 2 раза даже работали. Первый день и во второй день. Не повезет, значит не повезет. Осталось буквально 2 недели. Посмотрим. Наконец-то медведя добыл. Добыл немножко не так, как хотел, конечно. Получилось подхода. Собак оставил, чтоб не спугнули. Сроки выходят, времени не остается. Но медведя стрельнул, подранок был, собаки облаяли. Медведь небольшой, ну, в принципе, как и предполагалось. Вот такой не самый крупный медведь, но это нормально. Таскать не тяжело будет. Подранка они облаяли. Сейчас посмотрю, куда попал, куда были попадания. В общем, буду заниматься съемкой шкуры и разделкой.